Ну что, приветствую вас на канале. Рынок абсурда, можно так сказать. Биток 0, эфириум 2,3%, минус отток капитала. XRP минус 7%. Ну, я говорил, что нужно фиксировать XRP, хотя бы частично что-то там фиксировать, перезаходить. Скинул некоторые позиции по XRP, еще по некоторым альткоинам. По чуть-чуть там я был пофиксировал. Некоторые часть капитала я перелил был в эфириум, а некоторую оставил в стейблкоинах. Это те активы, которые показали у меня небольшой рост на портфеле. Некоторые я в принципе так и держу. Посмотрим, что у нас дальше получится. Вот у нас тут не загвоздочка. 400%, ой, 400, чуть ли не сказал 400% роста. 400 просмотров у нас на видео. Я себе думаю, стоит ли меня, конечно же, стоит ли мне вообще себя мучать, каждый день вставать в 5 часов утра, все это дело готовить, эти видосы, обзоры делать. Я думаю, что просто не стоит, наверное. Выхлопа нету никакого с ютуба. А ты себя мучаешь, постоянно не выспанный, плюс потом еще нужно идти на работу, заниматься своими делами, и выхлоп YouTube дает минимальный. И это не очень хорошо, так же как и нету подписчиков на канале. Итак, у нас была манипуляция с помощью доминации биткоина. В принципе, как ни странно, если даже у нас и произошла такая небольшая маленькая коррекция, то капитализация рынка стоит на месте. 3 триллиона 900 ярдов как было, так и есть. Тотал на месте, видно то, что с рынка бабки не вытягивают, просто-напросто была манипуляция с доминацией биткоина, потому как нету притока капитала в рынок. Нету притока капитала в рынок, потому как большое количество людей уже находится у нас в рынке, и у людей просто нету бабла. Я так же само уже не заношу в рынок деньги. И последние мои заносы были, уже, наверное, полгода как прошло. Я еще в прошлом году говорил, что не буду заносить деньги. Максимально это до июня 2024 года. Но потом еще немножко осенью покупал некоторые позиции. В общей сложности мы не видим такого результата, как был у нас, допустим, в 2017 году, в 2021 году. Не было таких у нас движений по альткоинам, не было таких движений особо по рынку. Да, биток вырос, но кто его там вообще покупал и кто его держит? Это так, маржинальщики там что-то там на нем лудоманят. И в принципе все. Ripple там у нас вырос там на 2 доллара, потом пошел на 3 доллара, так, 5-7 иксов, но если глобально посмотреть на график рипла, это просто ни о чем. BNB у нас вчера обновила свой хай, 800 долларов, в принципе вот так вот. Если посмотреть по доминациям, то мы двигаемся вроде бы как в нужном направлении. Вот уже все, у нас разворот произошел. Повітряна тривога. Короче, нужно побыстрее все это дело сворачивать, и все будет у нас нормально. Итак, вроде бы как мы все идем в нужном направлении. Пики поставлены, лои поставлены. Разворот у нас вроде бы как произошел, будем на этом надеяться. И наша задача дождаться вот такого вот момента. Вот такого вот момента. По доминации биткоина это как минимум хотя бы дождаться диапазона 46, 45, еще 49, 48. Сюда, конечно же, еще падать есть куда. Мы можем посмотреть, что здесь у нас падение еще на 25% может произойти. И эти 25% как раз вам помогут вытянуть портфель ваш в ноль. Про какие-то там колоссальнейшие иксы я сразу говорю, что можно не ждать, потому как рынок полностью поменялся. Здесь мы провалились на 8%, 8% и портфель примерно вырос на 20%. Иксов таких уже нету, как было раньше. 8%, 20%. И тут у нас еще примерно 3 таких вот падения. Это у нас примерно портфель может вырасти на 80%. У вас примерно будет здесь вот
с таким вот ростом 50% прибыли на портфеле. И рынок нужно будет уже срочно покидать, если мы доберемся до вот этих вот целей по доминации биткоина. Да, как ни странно, как бы это ни хотелось бы слышать. Ну, я думаю, что мы протестим с вами все-таки вот эту вот вершину 47.95 по доминации. Вот это вот здесь была манипуляция, мы ее все-таки протестим. Иксы у нас есть. Альтсезон у нас есть, и нужно фиксировать прибыль. Вот что. На данный момент 80 пунктов по альтсезону. Нужно фиксировать прибыль по-любому. Альткоин сезон, еще один индекс, у нас здесь был небольшой сброс. Ну и еще глобальный такой вот отметочка 29. Я вообще не знаю, может этот уже индикатор вообще полностью умер и завонялся, но он не двигается вплоть с мая 22 года. Вот. Движений нету никаких. 3,5 года нету никаких движений по данному индикатору. Наверное, он уже умер. Что касательно иксов, что нам дали иксы, какие монеты дали иксы? Pengun, Bonk, Иена, XLM, Hebera, Whitebit, Ethereum, Dogecoin, Algorand. Вот эти вот основные альткоины, которые дали иксы, и их нужно фиксировать. С этих альткоинов у меня XRP. CRO нет, я был ранее продал. Ethereum Classic. Да, но там так позиция, в принципе, такая. Арбитром 50 центов сейчас подошел. Суи. Суи держу, не хочу фиксировать. Там бесплатные монеты. Уже и так пофиксировал. Атом продать. Ну, блин, это просто ни о чем. В принципе, вот такой вот у нас альтсезон. Вот такой вот у нас альтсезон. Что касательно доминации биткоина. И что касательно самого биткоина. Биток двигается в таком вот бычьем треугольнике. Посмотрим. Может быть такое, что у нас будет в дальнейшем пробитие. Но я не исключаю коррекцию даже вплоть до 110 тысяч долларов. По хэшрибансу нету у нас на 4-часовике никакого сигнала. Давайте посмотрим на часе. Нету сигнала. На 30 минутке нету. Хэшрибанс сигнал не дает. На дневке у нас все дело вот так вот выглядит. Также на дневке у нас был сигнал на продажу. Это у нас было 17 июля. И на 4-часовичке. На 4-часовичке тоже сигнал здесь локальный на продажу. Ну, в принципе, вот так вот. Биток выглядит по-бычьи, бабок нет. Они начинают все перелаживать обратно с альты в биток, чтобы удержать все это дело. Рынок уже не может толкаться просто вверх. У нас нету средств тех, которые были когда-то ранее, и капитализация рынка была очень маленькая, все это дело позволяло, можно было лететь на какие-то иксы, там пишут, что там эфир, туда-сюда, улетаем, 20-30 тысяч долларов, блин, да какие 20-30 тысяч долларов, блин, а какие 20-30 тысяч, какие там иксы. Нету тех средств, когда-то был рынок с капитализацией 300 миллиардов долларов. Рынок выходил с медвежки 2019 года. 300 ярдов. 300 ярдов. А сейчас? Да ну, это просто бредятина уже. Еще там есть такие, короче, теории, типа там золото куда-то там переливают в эфириум там или еще что-то там. Ну, это просто тоже ни о чем. Вот, если мы посмотрим на капитализацию рынка, неделька, вот, смотрим, смотрите, капа, да, мы выходили 114 миллиардов долларов, 114 миллиардов долларов рынок вышел на бычку, 114 ярдов. Ну, это просто какая-то там дочерная компания, наверное, там BMW, блин, в Малайзии. Какой Малайзии, там какой-то там Сомали, наверное, капитализация компании. А сейчас рынок уже, смотрите, 3 ярда. Вернее, 3 триллиона долларов, 3 ярда. 3 триллиона долларов. Куда тут толкать, какие тут иксы и что тут? Тут уже вот осталось буквально движение, вот оно, вот. Если рынок торгуется по FIBO, у нас осталось движение 15%. Все. Все, что вы еще хотите с этого рынка? По временному интервалу, да, у нас есть запас хода до декабря, там, до ноября. Все. И здесь на этом всем лавочка прикроется полностью. В дальнейшем будет бритва и беспощадная бритва. Вот что. По доминации биткоина.
по доминации биткоина мы, в принципе, дальше падать не будем. Сразу говорю, что дальше с текущих мы уже падать дальше не будем по доминации биткоина, потому как нам нужно этот гребаный график обновить. Если бы мы падали по доминации биткоина, дальше продолжались бы падать, то у нас не было бы такой бы манипуляции. На недельке, вот так вот, у нас все это выглядит на недельке. Формирует разворот. Вот, формирует здесь разворот. Похожая ситуация, как в феврале 2025 года. Я не говорю о том, что мы пойдем хаи обновлять по доминации битка, но здесь мы задержимся. Неделька, 2-3, мы, по всей видимости, здесь будем мурыжиться, как это было вот здесь. Вот мы поставили хай, упали и остановились. Здесь мы стояли очень длительный период времени. Очень. Так, нужно будет бахнуть кофейка. И у нас, по всей видимости, будет аналогичная ситуация. Если мы здесь простояли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недель. 9 недель мы простояли, это 2 месяца. По всей видимости, здесь какие-то будут движения. Наверное, с сентября, я так думаю. До середины августа я ничего такого хорошего не жду. А до середины... А с середины августа, вернее, мы здесь можем что-то увидеть. Ну вот тут мы, конечно же, остановимся. По всей видимости, между вот этими вот двумя блоками у нас будет здесь какое-то, трэшамба творится на этом рынке. Рынок у нас сильно замаржинален. Большое количество фьючей, плечей. И, короче говоря, полная шляпа. Полная шляпа, и будут это все брить, как всегда. Вот. И выглядит это у нас все. Выглядит это все у нас вот такая вот интересная. Тут у нас уже, в принципе, все это дело отработало. Медвежий флаг уже отработал. Все уже здесь закончилось. Бычка у нас уже состоялась по некоторым альткоинам. Уже нужно фиксировать прибыль. Все это дело уже отработало. Сейчас у нас выглядит все это дело как будто бы будет здесь вот такой вот нисходящий клин. Вот так вот. Даже не нисходящий клин, а, ну, в принципе, что? Как, ну да, в принципе, как нисходящий клин. И все это дело у нас может потихоньку вот так вот пук протечь со временем. Если бы у нас было бы здесь бы резкое падение, по всей видимости, у нас бы вот здесь вот не было бы зеленой свечи. 1, 2, 3, 4 недели упали. Как вот здесь вот. 9 недель резкого падения. И начался альтсезон. Но перед альтсезоном, по всей видимости, здесь будет еще мурыжение. Само собой, у нас заседание ФРС. Я думаю, что они ставку понижать не будут. Скажут, что типа все у нас там нормально. Короче, мы оставляем на паузе. Еще, короче говоря, ФРС будет рассматривать, присматриваться. Если что, будет очень плохо, тогда будем очень быстро, секретно делать заседание какое-то. Ставка, по всей видимости, у нас не будет понижаться, я так себе предполагаю. И рынок отреагирует коррекцией, проливом в этот момент. Ну а в дальнейшем потихоньку можем восстановиться, как это было, ну, в июне, в июле, например, тоже был пролив, потом по чуть-чуть восстановились и все. Само собой на DXY мы с вами смотрели то, что там у нас будет происходить коррекция. Вот мы как раз в этой коррекции и находимся. Если мы возьмем DXY, посмотрим, у нас здесь есть коррекция. Смотрим, 1, 2, 3, 4. 4 недели коррекции. Само собой, пятая свеча, боковая, мурыжение туда-сюда. 4 недели у нас уже идет вторая неделя. Вот. Вот это вот у нас идет вторая неделя. DXY у нас продолжает падать. Смотрим, это хорошо. Просто отлично. Мы падаем. Это говорит о том, что все равно у нас доллар будет ослабевать. Все идет к тому, чтобы включили печатный станок. Или что они там ставку понизили, но это уже особо не важно. Ну и идет к тому, что рынок все-таки будет потихоньку расти. Туда, куда мы с вами и предполагаем. И само собой, давайте посмотрим P-Cycle Top. P-Cycle Top, мы его каждый день рассматриваем. Неделька, нам нужен день.
Вот. P-Cycle Top. Это мы уберем. P-Cycle Top. P-Cycle Top, P-Cycle Top. Вот. Мы видим то, что обратно же. Желтая скользяшка. Быстрая скользяшка. Мопеды уже летают. Короче. Какой же назойливый этот звук. Итак. Желтая скользяшка у нас начинает потихоньку поджиматься к зеленой. Мы ускоряемся. По P-Cycle Top мы видим то, что мы потихоньку начинаем ускоряться. Мы видим, здесь у нас уже, если здесь еще не было никаких ускорений, здесь уже начинается ускорение идти. Мы буквально с вами за последний период времени, вот с 27 июня, на 8% приподнялись выше. На 8%. А где наша зеленая? Вот она, не меняется, она медленная скользяшка. Тут у нас еще движение, смотрите, 69%. 70% нам нужно для того, чтобы желтые и зеленые скользяшки соприкоснулись. Кто не в курсе дела, как работает P-Cycle Top, мы с вами это дело разбирали. Зеленая, смотрите, она не меняется. Вот, она как была 18 июля, так у нас и идет. Все. Она у нас не меняется. По биткоину вроде бы все у нас нормально. То, что у нас нету притока капитала и начинают перелаживать сальты туда-сюда, бабки манипулируют, это и так понятно. Само собой у нас фичи, все это дело, короче говоря, засрали. Уже нету тех иксов, которые там когда-то были, уже их и не будет, этих иксов. Их просто и не будет, за исключением нескольких альткоинов избранных. В принципе, вот так вот. Альтсезон. Нужно забирать прибыль. У кого какая есть прибыль, не забывайте забирать. По доминациям идем в нужном направлении. Рынок уже все-таки развернули. Я думаю, что 3-4 месяца у нас все у нас будет хорошо. Hash Ribbons нет сигнала. P-Cycle Top идет тоже в нужном направлении. Пик вершины по биткоину, я думаю, что будет где-то вот здесь вот. Надеюсь, что биток доползет до диапазона 170 тысяч долларов. И все-таки здесь включат они наш долгожданный альт-сезон. Total 3. Запас хода еще есть. Вот. Первая цель 4,5 триллиона долларов. Вторая цель 6,5 триллионов долларов. По выхлопу на ютубе, ну, активности нет никакой. Не хочется что-то себя сильно так мучить, постоянно каждый день вот эти вот мучения с этими писаниями, описаниями, короче говоря, уже просто немножко поднадоело. Ну что такое, ну 400 просмотров, здесь 387, да, рынок у нас растет, у нас 387 просмотров. Ну, смысл в этом, я просто не вижу в этом. XRP минус 8%, Solana, Ethereum, BNB. Ну, экосистема нормально таки дала результат. Ethereum 150% роста с апреля. XRP тоже пошел на свой там хай, можно так сказать. BNB на свой перехай. Solana 200. Пока есть что слабовато немножко Solana. Ну, понятно, что там ее не хотят толкать. Экосистема Solana просто огромная. Там щитков столько. И само собой, если посмотреть на CoinMarketCap с этим вот альт-сезоном локальным маленьким, который сейчас происходит, обратно же куча там всякого шлака повылетала на Solana там с колоссальнейшими иксами. В принципе, вот так вот. Так что, криптоэнтузиастики, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Это хотя бы минимальное то, что от вас требуется, но я вижу то, что просто... Ну, 300 просмотров, это так. Так, ну что, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.